Здравствуйте, друзья! Вы на канале Горшочек Вари. Сегодня для вас еще один отличный рецепт в аэрогриле из куриной грудки. В этом видео покажу, как приготовить очень вкусный, простой, быстрый и бюджетный домашний сальтисон без лишней суеты и сложности. Такое блюдо отлично подойдет в качестве холодной закуски, как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Итак, приступим. Куриное филе. Здесь у меня его 1 килограмм. Перед тем, как будем нарезать, необходимо слегка подморозить, иначе с ним будет тяжелее работать. Нарезаем грудки кубиками от 1 до 1,5 см. Здесь я хочу заметить, что в данном рецепте можно использовать и мясо куриных окорочков. Это удешевит себестоимость продукта, только придется немного повозиться с отделением мяса от костей. Но в мясо можно добавить и нарезанную оставшуюся куриную шкурку. Так сальтисон станет немного жирнее, а значит нежнее. Добавим пару небольших листиков лаврового листа. Лист обязательно ломаем. Добавим половину чайной ложки адыгейской соли. Если ее нет, не беда, можно и без нее, тоже будет вкусно. 1/3 чайной ложки красного острого перца. 1,5 чайной ложки сухого чеснока. 1 чайную ложку черного перца, 1 чайная ложка мелкой соли. Тщательно перемешиваем. Друзья, если вы предпочитаете менее острые блюда, то количество соли и перца в этом рецепте необходимо будет уменьшить. Только после этого добавляем желатин примерно 35-40 грамм. Желатин сделает мясо липким и не даст нормально распределиться специи, поэтому сначала добавляем специи, только потом желатин. Вымешиваем еще и отставляем в сторону, желательно на пару часов, чтобы мясо промариновалось. Берем пергамент, выкладываем мясо вот таким образом. И сворачиваем вот такой батон. Постарайтесь стянуть его плотнее. Для большей плотности я использовал шпагат. Отправляем сальтисон в аэрогриль в режим запекания мяса 180 градусов Цельсия 30 минут. Полчаса прошло, достаем его, оставляем его на кухне до остывания и затем отправляем его в холодильник до застывания желатина в мясе. Разрезать я его буду уже на следующий день. Итог, друзья. Давайте разрежем его. Получился у нас рулет плотный, хорошо нарезается. На мой взгляд, достаточно красивый, а еще он ароматный и очень вкусный.
Этому мясному блюду будут рады все, и ваши гости, и ваши родные. В холодном виде рулет можно нарезать довольно тонкими ломтиками и подать вместо колбасы для утренних бутербродов. Очень надеюсь, что вам понравился такой вариант приготовления сальтисона. И если это так, не забудьте поставить пальчик вверх. Готовьте с удовольствием и приятного всем аппетита! Друзья, оставляйте свои отзывы, делитесь видео в соцсетях и обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить мои новые рецепты. Напомню, что на канале есть и другие рецепты. Если их не видели, обязательно посмотрите. До новых встреч!